Здрасте, с вами Даня Крастер, и сегодня мы будем делать вот эту вот громадину. Это виски голем из игры Malifaux, а оригинал выглядит вот так вот. Красивый, конечно, но, как вы видите, не совсем мой размерчик. Я заценил концепт живого алка-великана, и поэтому мы решили сделать его в настоящую величину. По сути, это живая гора бочек из рук, которых струится живительная амброзия. А поможет мне в этом Андрюха, он как раз занимается сборкой и покраской вот этих вот малышей. Погнали! Строить голема будем по оригинальной фигурке из настолки. Будем считать, что ее масштаб 1 к 30, а делать будем оригинал, то бишь 1 к 1. Стараясь, само собой, попадать в размеры и габариты деталей. Дура будет нереально большой. 2 с хером метра высотой. Дико тяжелый, потому что сделано будет полностью из бочек. Для такой дуры нужна большая и устойчивая подставка, которую мы сейчас и будем делать. Для начала стоит отметить необходимый радиус, прочертить его самопальным циркулем и вырезать лобзиком за 300, надеясь, что он не отдаст концы на последних сантиметрах. После того, как фанерная основа готова, надо снабдить ее опалубкой. Потому что я собираюсь сделать действительно убедительную подставку из бетона. По расчетам мы прикинули, что 8 сантиметров вполне себе хватит, чтобы закрепить голема и не перегружать этот элемент по весу. Даже с облегчающим наполнителем такой бетонный блинчик будет весить около 150 килограмм, что уже достаточно много. А его еще туда-сюда таскать надо будет, возить на выставки всякие, так что 8 сантиметров толщины более чем достаточно. Опалубку будем делать из пластика, чтобы раствор не вываливался за борт. В фанерную основу надо бы закрутить сетку шурупов, чтобы, во-первых, удобнее было располагать арматуру, а во-вторых, чтобы стянуть фанеру и слой бетона, который мы на нее навалим. По периметру закручиваются шурупы, а уже на них проволокой привязывается арматура. Чтобы она почетче держалась в процессе заливки, мы решили проложить ее между шурупами в натяг, по принципу плетения корзин. Также для того, чтобы платформа хоть как-то держала усилие, кидаем сетку из арматуры крест-накрест. Это, конечно, не фундамент, чтобы так заморачиваться по прочности, но, по крайней мере, расколоть такой блин с арматурой будет на порядок сложнее, чем без нее. Все пересечения армирования связываем проволокой и перетаскиваем на пол, где уже и будем готовить особый слоеный пирог из воды, бетона и кошачьей жопы. По классике перемешивать будем шуруповертом, потому что у меня этот говнюк обычно проходит через все круги ада и используется вообще по максимуму. Чистый состав закидываем по периметру, потому что я хочу снять полукруглую фаску, как на миниатюрке. Далее в ход идет излюбленное лакомство слоненка Дамбо – керамзит, ведь он его жрал в мультике. Неважно. Керамзит – это легкий материал, который получает путем обжига керамики в специальных вращающихся барабанах. Здесь он нам нужен для того, чтобы облегчить всю подставку. Теряется, конечно, прочность, но, как я уже говорил, это не фундамент. Высыпаем керамзитовую смесь и трамбуем ее, чтобы она везде равномерно распределилась, постепенно заполняя основу. В процессе заполнения ушло не одно такое ведро состава, но я считаю, что делать подставку бетонной хорошая идея. Во-первых, потому что он достаточно прочный, и во-вторых, тяжелый, что придаст устойчивости голему по принципу неваляшки. В-третьих, на него можно будет без опасения вставать, чтобы сфоткаться рядом с великаном, и он должен долго прослужить. Края и верхний слой засыпаем уже чистым бетоном, чтобы не показывался керамзит. Кроме фаски, на половину верхней части надо будет нанести оформоз под каменную мостовую из больших булыжников. После того, как заполнили всю подставку, откручиваем опалубку и переходим к снятию фаски. Примерно определив радиус на модельке, я вырезал шаблон из фанеры, которым будет снята часть состава. Все неровности заглаживаем, во-первых, чтобы почуть смотрелось, а во-вторых, чтобы не раскрошилось впоследствии. Мостовую будем имитировать глубокими стыками, которые сделаем с помощью куска фанеры. Хаотичная мозаика в стиле больших кусков камней, на которых одной ногой стоит голем. Все как на фигурке. На следующий день, когда раствор уже схватился, но все еще поддается поверхностной обработке, можно параллельно заняться ногами, по сути основным каркасом, а также затереть и немного отшлифовать бетон, дабы придать ему вид булыжников.
Сам каркас голема будет состоять так же, как и на фигурке, из стальных труб диаметром 90 мм в частях рук и ног и 100 мм труб в суставах. Все нежелательные детали типа выступившей арматуры надо бы выпилить к хуям, чтобы все было четенько. Чтобы грамотно состыковать две трубы разного диаметра, я решил воспользоваться биметаллической коронкой и просверлить трубу под нужным углом. Благо, это почти максимальный размер обрабатываемой детали, которая влезла в мою сверлилку вместе с такой коронкой. Металлообработка не терпит спешки, и все надо делать достаточно деликатно, попутно смазывая сожжем, и не превышая допустимые обороты, само собой. Коронка и так в ахуе от таких подвигов, как сверление в 4-мм стали. Сначала я планировал вырезать все суставы под нужным углом, но в итоге поторопился и сжег коронку. Впрочем, и хер бы с ней. Программу минимум она выполнила, и на том спасибо. Теперь, прислоняя деталь, я смогу очертить кривую пересечения двух деталей, которые уже буду резать болгаркой. На этом этапе косплейный крафт превращает мастерскую в слесарный цех. И это круто, потому что изначально я и затачивал мастерскую под самые разнообразные проекты, включая практически все возможные техники изготовления разнообразных штук. Напилив кучу деталей рук и ног, приступаем к обработке пальцев ног. На модели они расходятся под небольшим углом, воссоздать который можно, немного помяв трубы с одной стороны. Стягиваем ступню и свариваем вместе, попутно матерясь, что трубы оцинкованные, и накладывая шов, надо греть металл, пока не выгорит весь цинк. Как гласит поговорка, вареную ногу и разрезать не впадлу, поэтому в пальцах вырезаем сегменты таким образом, чтобы у нас согнулась последняя фаланга. А затем при помощи тисков и той-то матери сгибаем это дерьмо. С модели возьмем примерное расположение и угол поворота ступней, с тем учетом, чтобы попасть центром масс в центр основания. После чего уже можно начать собирать каркас, стараясь попасть во все размеры и углы поворота конечностей, которые мы также возьмем с модельки. А посмотреть, что это за моделька и из какой она вообще игры, можете, пройдя по ссылке на портал Geekworks под этим видео. Итак, сначала выставляем каркас и ставим на точки, чтобы была возможность все эти пироги шевелить. Для того, чтобы продолжать растить голема вверх, надо бы закрепить ноги к основанию, иначе он будет постоянно заваливаться. Для этого надо просверлить в пальцах отверстие двух диаметров. Нижнее 8 мм для анкера, а верхнее побольше, чтобы влезала головка, которая будет затягивать анкер. Также в нужных местах высверливаем основание, чтобы заколотить туда анкера. Здесь помогает добойник. Хорошо, что я его уточню, хотя и любой другой кусок железяки с этим тоже прекрасно справится. Забиваем анкера, затягиваем их, и вот уже этот кусок металла может выдержать мой вес. Неплохо. К этому моменту нам наконец-то привезли бутафорские бочки. Заказать готовые бочки было хорошим решением, потому что делать бочки самому без соответствующих станков и оборудования — это тот еще ад. А голем у нас в основном из бочек-то и состоит. Продолжаем делать ноги. Балеринкой мы нарезали из фанеры кругляшей, которые будут имитировать детали суставов. Несколько нужных диаметров склеены и посажены на центральный шкант, который кроме того, что центрирует их, но еще и держит в процессе склеивания. Внутренний диаметр подобран с таким учетом, чтобы они плотно сидели в трубе. Настало время заняться туловкой. Корпус голема наклонен вперед. Учитывая угол, привариваем трубу к тазовой части. Чтобы этого парня можно было разобрать на части, я решил сделать соединение из двух труб. Одна из труб разрезана, за счет этого ее можно насадить на нижнюю. Также я отмечу нужное расстояние, и чтобы ее не клинило от насаживания, я поставлю несколько точек внутри трубы. Ответную часть надо прикрепить к корпусу, наварив уши из полоски металла. А затем притягиваем все это дело шурупами.
вот эта здоровая бочка на 200 литров будет торсом. Now freedom foremost. It's just a word like toast. Переходим к бочкам. Можно было надеть их на трубы перед тем, как сваривать, но, во-первых, вы увидели, чтобы все шло по плану, а во-вторых, я переживал, что они выгорят в процессе сварки. Поэтому бочки будем крепить на уже сваренный каркас путем раскрывания оных. Бочка в собранном состоянии — это хорошо стянутая конструкция из не совсем-то и простых деталей. Углы у них подобраны таким образом, чтобы достаточно плотно стыковаться и в итоге образовывать окружность. Плюс они стянуты обручами. Поэтому если не прикрепить каждый элемент к обручу, при раскрытии бочки рассыпется как башня в дженге, когда ты в кал в нее играешь. После того, как закрепили все части, пилим обручи и вынимаем дно с крышкой. Для ступней пойдет четверть бочки, поэтому недолго думая пилим бочку и прикладываем на свое место. Также можно поступить с набедренными элементами. В процессе мы решили отталкиваться от цельных элементов, типа вот этой вот бочки, которая висит на жопе голема, а остальные элементы уже колхозить под них. Той же балеринкой высверливаем отверстие под трубы. Сама бочка раскрывается и монтируется на каркас. Хорошо, что бочки разбираются на части и крышки соединяются на шканты. Разобрав их на две части, можно надеть на трубу, чтобы оно как будто так и было. Стягиваем бочку с трубциной и закрепляем полоской с саморезами. Набедренные части, стянутые полоской, привариваем к бедрам. В процессе крафта, как оно обычно и бывает, заметили, что какая-то нездоровая херня с пропорциями творится. Голем превратился в чеканога, который сидит на картах. При постройке каркаса я не учел, что длину съест стыковка деталей друг к другу по 3 см с каждой стороны. В итоге каждый элемент уменьшился на 6 см, а это достаточно критично. В итоге каркас решили расчленить и добавить везде вставки, чтобы компенсировать эти сраные 6 см. Я сварил детали, положив их на уголок. Так гораздо проще выдержать прямую линию, когда варишь трубу. А вот когда приваривали эти детали к ногам, была настоящая порка с выдерживанием нужных углов. Потому что это вам не это, и скульптура достаточно требовательная к таким вещам штука. Достаточно наклонить ногу не в ту сторону на 10 градусов, и он уже не шагает, а сидит на картах. А должен шагать. По крайней мере, на модельке это так и выглядит. После того, как собрали каркас, правая ступня уехала чутка за линию таза, и он приобрел шагающую позу. Немного поехал центр масс, но с тем учетом, что он наклонен вперед, вес все-таки будет смещен ближе к центру подставки. Теперь займемся бочками на ногах. Таким же образом они раскрываются и надеваются на конечности. Для пущего натяжения заюзаем ленточные струбцины и стянем бочку полоской с саморезами. В процессе мы решили переделать набедренные накладки, стараясь сделать их максимально идентичными с моделью. Потому что в оригинале это все-таки не куски бочек. В итоге сделали их из небольших брусочков, обструганных на торцах и отпиленных под необходимым углом, чтобы они складывались дугой. Пока я заморачивался с креплением руки, Андрюха взялся за броширование бочек. Хоть они и были предварительно подготовлены, браша много не бывает. Латунная корщетка для шуруповерта или болгарки для этого отлично подойдет. Браш под последующую покраску даст клевую богатую фактуру дерева. Настало время прикрепить ему правую клешню. Стыковаться она будет вот с этой деталью, которая притянута к торсу, просто вставляясь сверху. Мне сейчас, делая крепеж руки, надо не прососать с углом, на который она повернута. И вроде бы оно все ништяк. Чтобы не вышла чекарука, надо постоянно сверяться с оригиналом.
Вот эта часть, скрученная из кусков бочек, будет наплечником. Примеряем ее на свое место и потом приварим. Перед покраской надо защитить все элементы, которые не дерево, то бишь все металлические обода, которые должны оставаться металлическими, заклеиваем малярным скотчем подходящей ширины. Даже сейчас, еще до покраски, фактура дерева выглядит гораздо круче, чем до броширования. Кайф! Стилизация труб у нас будет под бронзовые водопроводные трубы, соответственно, все детали типа заглушек также заливаем бронзой. А вот и вторая рука готова. В отличие от правой руки голема, в левой руке должен проходить шланг, по которому будет литься бухло. Это ж не просто статуя, это неиссякаемый источник алкоголя, можно сказать, смертельная ловушка для пьяниц. Тотем, алтарь. Ну ладно, хорош. Так, руки есть, теперь надо прикрутить голову. Начнем, пожалуй, с шеи, в основе которой также будет стальная труба. Голова на самом деле тоже немало весит. На эту трубу вырежем кучу деревяшек, чтобы весь голем с виду был деревяшечным. Башка, так же как и в оригинале, будет из куска обрезанной бочки. Сейчас я хочу срезать небольшую лыску, чтобы она лучше прилегала к шее. Наивный Андрюха думает, что выиграл. Победил тот, у кого в руках ружье. Ну или на крайняк болгарка. Крепим бошку, и вообще не хуйский такой тотем-то выходит, скажу я вам. В одном из его горбов будет резервуар с жидкостью, и проверить, выдержит ли он, можно только одним способом. Залезть наверх, конечно же. Тройной запас прочности пройден, а пока, извините меня, мне надо победить одного голема. Для того, чтобы вмонтировать в него две бочки, я решил прорезать два больших отверстия в торсе по диаметру бочек, чтобы не резать сами бочки по сложной кривой. Как же без автографов от создателей. При желании можно выбухать горб голема и уснуть прямо в нем же. Жесткость конструкции вроде как позволяет. Вот он, суровый косплей из стали и дерева. Крепим верхние бочки. Хороший варик — это глухари и стальные уголки, точно никуда не денется. И сами глухари неплохо выглядят в концепте всей ростовухи, особенно если покрасить их под цвет. Дальше идут всякие декоративные элементы, типа полосок на торсе и в районе пояса. А мы тем временем плавно переходим к покраске. Взяв непроверенную морилку, как оказалось, можно конкретно прососать, потому что на этикетке цвет один, а в итоге на дереве совсем другой, и притом он другой от слова «охуеть». У меня была мысль, что эта морилка так прореагировала с углем, который остался от броширования. Но нифига, он должен был быть коричневым, каким и был в момент морения, но через какое-то время стал, сука, серым. Как будто это специальный уксусный состав для состаривания. Вы только зацените, он весь стал серым на следующий день, и в итоге пришлось полностью перекрашивать его краскопультом с акриловой краской. Пока Андрюха заливает голема, я выточу ему деревянные пальцы, которые должны напоминать краны, судя по модели. Один из таких пальцев должен быть с отверстием, чтобы через него наливать вискарь. Ну или чем там его будут наполнять. После того, как базовый слой лег, красим верхние волокна древесины костяным цветом. Это придаст фактуре объем, и серый цвет подсостарит деревяшку. Согнутые пальцы правой руки я решил делать из здоровых водопроводных уголков на 2 дюйма, которые я хочу сварить вместе и закрутить в каждую деревянную пробку, имитацию крана. Деревяшки покрашены, можно снимать малярный скотч и заняться мелкими деталями типа ржавчины на металлических ободах. Такие детали клево делать в несколько слоев, дабы придать достоверности. Сначала базовый, потом цвет поярче, эдакая этиловая ржавчина.
Затем наносим зеленый цвет, как будто бочки чутка прогнили и начали плесневеть. Также в несколько тонов, чтобы даже потеки клево смотрелись. Ща будем лицо голему делать. Существо, конечно, рождено с помощью магии, но не лишать же его из-за этого важных органов. Отверстие под глаза я буду высверливать все той же балеринкой, выдерживая угол, чтобы он не получился лупоглазым, как рыба, а наоборот, прямо смотрящим, как на модельке. После того, как появились глазницы, инкрустируем их глазами, точеными на токарном по дереву. Почти все готово, настало время разместить резервуар под бухлицо. В одну из бочек отлично вписалась пищевая канистра на 20 литров. Я решил закрепить ее на стальную скобу, притянув ее прямо к бочке. Крышку я вкрутил штуцер, который герметично затянул там с помощью латунной гайки с обратной стороны. А вот в руке голема уже протягиваем шланг, который должен соединить фачину левой руки и горб с резервуаром. К штуцеру крепим шланг с помощью хомута и ставим бочку на свое место. Открутив пару глухарей, эту емкость, как и всю систему налива, можно будет обслуживать, промыть между разными напитками и вообще просто помыть, чтобы ничего не забродило внутри. Часть рожи завершаем криво обрезанными деревянными брусками, так же как и на оригинале, теперь он выглядит слегка агрессивнее. Последние приготовления в виде деталек типа веревки, которая якобы держит бочку, а также пробок в бочках, которые висят на предплечье. Высверлив отверстие сверлом Форстнера, забиваем пробку, которую я точнул на токарном. Вообще, когда я брал токарный, я был уверен, что он незаменим в таких проектах. Можно и по классике тарелки со скалками точить, но для изготовления элементов, которые являются телами вращения для проектов поинтереснее, он, как вы можете видеть, просто незаменим. Самыми сложными частями были шары в местах соединения конечностей с телом. Их мы решили оставить на сладкое, купив пенопластовые шарики подходящего размера и пропитав их поверхность клеем ПВА, чтобы бронзовая краска не схавала пенопласт как сахарную вату. В шарах сверлим коронками ходы, чтобы они плотно сели на свои места, на трубы, то бишь. Чёртова громадина, будь ты неладна. В какие-то моменты мы чувствовали себя гоблином, который тусуется вместе с ним в игре. Настолько этот проект был сложным и замороченным. Кисти рук готовы, а как я и говорил, левая рука оснащена уникальным наливающим механизмом, который представляет из себя не менее уникальный шаровый кран. Осталось вырезать ладони и вынести сам вентиль за поверхность ладони. Ее я хочу вырезать из мягкого листового материала, который можно будет согнуть в сложную форму. Методом прикладывания и вырезания подгоняем форму ладони к пальцам, толстым, как сардельки. Вообще работа с такими поверхностями самая сложная, как по мне, и тут бы вообще подойти с основательным подходом в виде 3D модели и развернутого раскроя, чтобы все было на высшем уровне. Но так как 3D модели у нас нет, то все как обычно делаем ручками, попутно шевеля мозгой, что и куда должно согнуться и отрезаться, чтобы получилось то, что нужно. Шпильку прикручиваем через две сваренных вместе гайки, попутно заклепывая лист металла в тех местах, где он отказывается сажаться на точки. Такой же прикол повторяем с правой рукой. На подточенную шпильку крепим вентиль, затягивая гайкой. И вот оно, душистая амброзия наконец-то струится откуда надо. Можно пригнать его на тусовку и разливать бухло. И вентиль работает, и ничего нигде не протекает. Ништяк! Руки заканчиваем оформлением под общий стиль и, покрасив точеные элементы суставов, приклеиваем их на свое место. Также надо бы разместить последние штрихи в виде самопальных отрезков труб, стилизованных под краны. И, наконец, поблагодарив голема за то, что он такой, сука, сложный, можно и чарку налить. Вот такие пироги. Что угодно можно превратить в девайс для того, чтобы накернуть хмельного. А увидеть эту махину в действии можно в одном из хобби-центров Geekworks. Спасибо за просмотр, ставь лайки, если проект тебе понравился, и подписывайся на канал, потому что много крутых проектов еще впереди. С вами был Даня Крастер. Пока. Ну, он готов. Да, можно и бог лазить. Еще бы там было. Я просто вот так под кран лег бы. DIY. DIY нахуй. Вот такое, блядь, состояние. Heading outside, I gotta get the heat.
Cuda in '68. Head down south.